Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Мы продолжаем нашу серию про релизы, и сегодня мы поговорим про запястные. Запястные релизы, они крепятся на запястье. Если вы не согласны и считаете, что на запястье крепятся кистевые релизы, напишите нам об этом в комментариях, обсудим. Как получается чаще всего? Лучники начинают свою стрельбу с кистевого релиза. Это релиз, который надевается на кисть и всегда болтается на руке, готов к выстрелу. В чем прелесть таких релизов? Они безопасные. Если человек только осваивает блок, особенно после классики, я советую это делать именно с подвесным релизом. Иначе есть риск того, что в сторону мишени полетит не только стрела, но и релиз с отводом. Прикладка с таким типом релизов очень плотная, куда плотнее, чем с Т-образными релизами. Также есть возможность зашейного хвата. Это когда большой палец выхватывает шею сзади. Поскольку релиз крепится перед кистью, то при выстреле задействовано гораздо меньше мелких мышц, преимущественно находящихся в кисти. А чем меньше мышц работает, тем более стабилен ваш результат. Кстати, именно по этой причине классики не раскрывают пальцы, а расслабляют их, чтобы не включать мышцы антагонисты. Ремешки бывают разные. Про материал говорить не буду, тут больше вкусовщина. А вот про типы креплений расскажу подробнее. Есть три основных вида крепления. Липучка, она же велкро. Ремень, стандартная пряжка, как на ремне. И боа, механизм крепления на стальном тросе. Липучка. Она очень простая, дешевая и подходит практически на любую руку. Позволяет плотно и комфортно затянуть релиз на руке. Но поскольку каждый раз затягивать его одинаково не получится, да и липучка со временем слабеет, я считаю, что это не самый лучший выбор. У меня было такое на тренировке, что когда я растягивал лук, то слышал хруст липучки и понимал, что еще немного и релиз сорвется. И после этого мне пришлось перешивать липучку. Ремень прекрасен тем, что он всегда застягивается на одно и то же отверстие. А это значит, что на вашей кисти он всегда будет сидеть абсолютно одинаково. Другой вопрос, что существующие отверстия не всегда могут вам подойти, а сделать свое рядом не всегда предоставляется возможным. Это можно подправить с помощью напульсника, но не всегда. Лично я наматываю 40 см тейпа, сверху надеваю напульсник, и только после этого я могу быть уверенным, что ремешок будет оставаться на нужном месте на протяжении соревнований. Боа – это механизм шнуровки без точек давления. То есть ремешок будет стягиваться равномерно со всех сторон с помощью металлических тросиков. Микроконтроль боа позволяет точно настроить степень затяжки, что обеспечивает наибольший комфорт. Крепление релиза к браслету тоже бывает в разном исполнении. На жесткой штанге, на ленте и на тросе. Тут уже вопрос вкусовщины. Единственное, что скажу, что есть релизы на жесткой штанге, которые нельзя отвернуть от кисти, и они постоянно торчат вот так, что может помешать вам записывать ваши результаты или даже взять телефон в руку. На стрельбу это особо не влияет, но доставать стрелы очень сильно мешает. В зависимости от модели, спусковой крючок может быть прямым или изогнутым, стоять под углом или перпендикулярно. Сам удерживающий механизм тоже может быть выполнен по-разному. Это могут быть как клещи, так и крюк. Сам механизм и принцип срабатывания тоже может быть разным. Запястные релизы бывают даже затяжными. Давайте поговорим о том, как его настраивать и как из него стрелять. Надеваем релиз на внутреннюю сторону кисти и туго затягиваем. Не забываем, что ему держать пиковое усилие лука, то есть держаться он должен на кисти очень-очень крепко. Далее настраиваем релиз так, чтобы крючок был в самом начале пальцев. После этого натягиваем лук и смотрим, где крючок находится, так как после того, как вы растянете лук, релиз все равно вытянется немного вперед. В теории крючок, когда вы растянетесь и будете в прикладке, должен находиться на подушечке указательного пальца. После этого вы сделаете дотяг, и релиз выстрелит. Большинство релизов имеют регулировку хода или силу нажатия на спуск, или сразу и то, и другое. Сначала мы настраиваем силу нажатия на спуск, а после этого настраиваем регулировку хода. Хоть релиз и срабатывает от нажатия, но нажимать на спуск нельзя. Вот такой вот парадокс, да? Стрелять нужно в тяге. Кладем палец на релиз, тянем, и релиз сам выстрелит. И вот с помощью этих регулировок мы и настраиваем, чтобы релиз стрелял в нужный нам момент. А на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч!